Всем привет! Сегодня у нас интересный, надеюсь, расклад, какой ангел рядом с тобой. И прежде чем начать, я извинюсь. Знаете, Шортс вышел на выходных вот недавно, да, то, что стоит ли ждать его. Ну, я знаю, я сейчас не по теме этого расклада говорю. Но там карты пока... нет, извиняюсь, нет. Расклад был, покарает ли его за то, что он там тебя бросил, и там туз кубков, как я помню, и у него все хорошо. Сразу скажу, а, любой другой на Ютубе таролог прочитал бы: у тебя все будет хорошо, а он будет страдать. Или там как сказать, или там стоит ли ждать, да, тоже расклад был такой спорный, с которым я не согласен. Я, знаете, со многими раскладами не согласен. Но еще раз повторяю, я не буду вам врать, чтобы вам понравиться. Ну вот не буду. Карты показывают, что у него будет хорошо. Значит, хорошо будет. Я не буду перевирать карты. За лапшой, за добрыми сказками, ну, на другие каналы. Не сюда. Потому что карты показывают, я их читаю. Я не хочу, чтобы со мной перестало, как говорится, Таро разговаривать. И также я был очень против, стоит ли ждать. И там карты говорят, что стоит ждать, что он там готовится и так далее. Вы, наверное, помните этот шортс. Он тоже только-только вышел. Но лично мое мнение, да, ждать не стоит. Ну, я имею в виду там то, что вы расстались, а не то, что он там в командировке где-то. Я со многими не согласен, да, вот то, что надо ждать, страдать и так далее и тому подобное. Но карты показывают, я говорю, даже если я не согласен с картами, я все равно скажу то, что показывают карты. У меня нет цели вам понравиться, там стать знаменитым тарологом и так далее. Знаменитыми кто вот становится, например, вот сейчас на данный момент, да, кто говорит сказки. То есть у них десятка мечей — это воздушная карта, много тебе воздушных облачков и все хорошо. Нет. Или там башня. Вы построите домик, там за городом все будет у вас хорошо. Нет. Башня разрушения, десятка мечей — это окончательный конец и никаких, как говорится, вариантов, шансов. Поэтому сразу говорю, если вы не готовы к правде, то, ну, не стоит дальше смотреть. Потому что многие на меня выливают негатив, то, что если карта показывает, что там у него все хорошо будет, когда он с тобой расстанется и так далее, я так и буду говорить. Как показывают карты. Еще раз повторяюсь, у меня нет цели понравиться вам. У меня есть цель карты прочитать, вот дать, что они показывают, а там уж ты сама решай. Понимаешь? Поэтому не лейте на меня какашки, как карты пока я не буду перевирать. Я знаю, что если я вам буду сказки эти говорить, он там страдает, и там еще что-то, все у него плохо, то что... И тогда вы будете меня любить. Я знаю это, но я не буду этого делать. Только правда, только по картам. Никаких вот этих желаний вам понравится. Можете меня материть, что хотите делать, но я буду читать ровно то, что показывают карты. Поэтому вот так вот все. Итак, я думаю, что пора начать наш расклад, да, поняли, на какой колоде будем. И давайте по 3 карты вытянем. На каждый вопрос я имею в виду. То есть по 9 карт на человека. Давайте приступим.
Итак, единичка. Ну, кто карты знает, тот уже все понял, да? И первый вопрос, какой ангел стоит сейчас у твоего плеча? И это не мягкий какой-то утешающий хранитель с белыми крылышками, нет. Забудь этот образ. У твоего плеча стоит ангел, вот ангел-стратег, ангел-тактик. Я бы даже сказал ангел прорыва. Его энергия — это не теплый плед, вот это и чашка какао с конфеткой. Его энергия — это вот острые копья, холодный блеск стали вот этой и там гул мотора, который готов сорваться с места. Он к тебе приходит не чтобы по головке гладить и говорить, что все хорошо будет. Он приходит, когда ты застряла вот на перепутье, когда пора действовать, но ты не знаешь как. И его задача — это не утешить, а вооружить тебя. Он дает тебе не надежду, а план. Он твой личный гений тактики, который видит вот все ходы наперед, да, и шепчет на ухо не самые очевидные, но вот самые эффективные решения, понимаешь? То есть этот ангел, он помогает тебе не просто дорогу выбрать, а продолжить. Понимаешь? То есть вот свою дорогу сделать, свою собственную. Даже если для этого придется, как говорится, срезать углы, обойти правила или где-то вот схитрить. И он не верит в честную игру. Когда вот противник — это твои собственные страхи, твои собственные ограничения или какие-то вот токсичные обстоятельства, он не верит в эту честную игру. Он верит в победу. Знаешь, вот девиз такой есть: цель оправдывает средства, если цель — твоя свобода. Вот это его девиз. Он тот, кто вот в момент твоего ступора, в твоих сомнений, когда ты вот стоишь, смотришь на две дороги, он подсвечивает третью. Вот такую незаметную тропиночку через лес, о которой никто не знает. И он, знаешь, он учит тебя думать не как вот жертва, а как полководец. Смотреть на вот там на любую ситуацию сверху, видеть слабости системы, использовать вот это все в свою пользу. Он не осудит, если ты решишь, как говорится, уйти по-английски, не прощаясь. Или провернешь дело так, что вот никто не поймет, как ты это сделал. Его поддержка — это ясный твой ум, обостренная твоя интуиция там на чужие слабости, там холодная решимость, чтобы начатое до конца довести. Он, знаешь, он дает тебе в руки руль твоей вот колесницы и говорит: хватит по сторонам смотреть, давай жми на газ. Как говорится, дорогу осилит идущий, но победит летящий. Понимаешь? Какую защиту или поддержку он тебе несет? Ну, кроме того, что я сказал, знаешь, его защита, она одна из мощных и вот самых болезненных. Он защищает тебя от тебя самой, от твоих зависимостей, от твоих добровольных вот этих цепей, от тех вот грузов неподъемных, которые ты на себя взвалила и тащишь, убеждая всех, что это, как говорится, твой крест. Он тот ангел, который спускается не для того, чтобы помочь тебе нести твою ношу, а для того, чтобы вырвать ее у тебя из рук и сбросить, как говорится, там в пропасть какую-нибудь. Он заставляет тебя смотреть в глаза своему личному дьяволу. Личный дьявол — это ты. Понимаешь? Ну и не только ты. Этим дьяволом, ну, знаешь, может быть что угодно. Там токсичные отношения, где ты за мужика цепляешься из-за страха вот этого одиночества. Работа, которая из тебя все высасывает, все соки, но ты держишься за нее ради стабильности. Или там вот эта вот привычка твоя жалеть себя. Или там взваливать на себя чужую ответственность. Он приходит и подсвечивает эти цепи тебе. Он делает твою ношу
настолько невыносимо тяжелый, что у тебя просто другого выбора не остается, как только бросить ее. Его поддержка — это не игры на арфе, да? Это кризис. То есть он создает ситуацию, когда вот старая схема больше не работает. Когда боль становится настолько острой, что просто терпеть ее дальше невозможно. Это он устраивает вот этот скандал там с подругой, с мужем, после которого уже нельзя помириться. Это он тебя подводит там к увольнению, которое кажется для тебя катастрофой. Он делает это не из жестокости, нет. Он это делает, чтобы освободить твои руки, твое сердце, твою голову. Потому что только когда ты бросишь неподъемный груз своих вот этих привязанностей, обязательств и так далее, у тебя появится место для чего-то нового. И вот это новое — это чистый, без мути источник настоящих чувств. То есть это там шанс на любовь, на радость, на искреннюю, которую ты не разглядывала под горой своего вот этого ментального хлама. Он защищает тебя от медленного гниения в комфортном болоте твоем, устраивая вот этот очищающий, я бы назвал, пожар. Понимаешь? Поддержка его — это вот как хирургическое вмешательство. Больно, страшно, но это единственный способ удалить там опухоль, да, и дать организму шанс там на исцеление, на новую жизнь. Как услышать голос его? И как усилить эту связь? Ну, знаешь, чтобы услышать этого ангела, тебе нужно перестать искать знаки в облаках или в каких-то там случайных цифрах. Понимаешь, его голос, он не снаружи, он внутри тебя. И говорит он на языке твоих вот настоящих ценностей. Понимаешь, связь с ним усиливается не через ритуалы какие-то, да, а через конкретный жизненный выбор. Начни доверять вот тем людям, тем предложениям, которые приходят к тебе вот, как сказать, с открытым сердцем. Я вот не знаю, как объяснить тебе. То есть его голос, это, знаешь, это вот голос того самого человека, который золотых гор тебе не обещает, а просто предлагает тебе свою там кружку с водой, когда ты от жажды умираешь. Это порыв эмоциональный, который тебе кажется вот искренним, теплым. Вот не отмахивайся от таких предложений. Даже если они тебе кажутся там наивными, простыми и так далее. И, кстати, его поддержка, она, знаешь, вот она там проявляется, где ты строишь что-то надолго, на века. Там что-то для своей семьи, там для своего рода, для своего будущего, понимаешь? Он, знаешь, как бы как хранитель твоего наследия. Радуется, когда ты дерево сажаешь, сына сажаешь, ой, сына сажаешь, сына растишь, а не просто, как говорится, цветочки жизни срываешь. И он одобряет, когда ты вот там деньги в недвижимость для своих детей вкладываешь, а не спускаешь их на какие-то мимолетные удовольствия, типа новая сумочка и так далее, которая тебе не нужна. И знаешь, мудрость его — это мудрость традиций. Но не слепых, устаревших, да, а вот тех, которые находят отклик в твоей душе. Это может быть там разговор со старшим мудрым человеком, да, с дедом, например. Ну, не со мной с дедом, а со своим. То есть человека, чьи советы вот тебе прям в сердце самое бьют. Понимаешь? Ну, конечно же, духовные практики. Через духовные практики, я имею в виду, ты можешь с ним общаться, которые, знаешь, дают тебе ощущение корней, смысла. Это может быть также
как сказать, личный храм, вот как объяснить там, место силы. Но не место силы, да, там где-то там, а вот родительский дом старый в деревне. Понимаешь? То есть вот по роду. И каждый раз, когда ты поступаешь по совести, в согласии со своими вот этими родовыми ценностями, ты будешь не просто его слышать, вы будете говорить на одном языке. И тогда он будет вести тебя не к таким вот моментальным победам, да, а к созданию жизни, которой будут гордиться и твои дети, твои внуки, твои правнуки и так далее. Понимаешь? Он через традиции семейные. Ну и место силы твое, понятно, да, я уже назвал. Семейный дом, да. Родительский дом я бы его назвал. Это твое место силы. Тот, который где-то в деревне покосившийся и так далее. Там особенная связь. Итак, подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и мы приступаем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки, какой ангел стоит у твоего плеча? И по картам вот как ангел-врач. То есть ангел, знаешь, ангел реабилитации. И это не вот этот вот херувим с открытками, да, с открытки, а вот твой ангел, он строгий врач души, который пришел не утешать, а восстанавливать и лечить. Он тебя насквозь видит и понимает, что ты сейчас как человек после тяжелой операции. Ты выжила, но силы на исходе, доверие к миру подорвано, там людям ты не веришь. Внутри все еще болит у тебя от недавних ран. И вот этот ангел, он, знаешь, помогает именно в таких случаях, когда жизнь прошлась по тебе катком, кувалдой тебя забила, как говорится, по самую макушку в землю. Когда в жизни денег нет, нет поддержки, веры в людей тоже нет. И он же знает, что сейчас тебе нужна не мотивация, типа «давай вперед к новым вершинам». Нет, у него терпеливое такое восстановление по частям. То есть работа его — это, знаешь, научить тебя снова доверять миру, но осторожно. Снова планы строить, но там реалистично, а не фэнтезийно и эфемерно. Типа вот он тот человек, это моя родственная душа. Нет. Он тебя учит открывать сердце, но с умом. Тебя он не торопит, но и не подгоняет. Понимаешь? Как сказать вот, он постоянно повторяет «не спеши, не спеши, сначала раны залечи, потом ходить научись, а только потом беги». Он, знаешь, он мастер золотой середины. Он учит тебя находить баланс между наивностью и цинизмом, между там открытостью и осторожностью. То есть он в крайности тебе не дает упасть. То есть не замкнуться от всех там в этом недоверии, ну и не броситься с головой, конечно, в первые попавшиеся там отношения. Его энергия — это вот энергия медленного, верного такого вот исцеления. Он тот, кто держит твою руку, когда ты делаешь первые шаги после долгой болезни. Как в прямом смысле, так и в переносном. И он напоминает, что вот после, как говорится, каждой зимы приходит весна.
Но весна, она не случается за один день, понимаешь? Сначала снег растает, потом первые какашки появятся, первая земля, потом первые цветочки, первые ростки. И вот он терпеливо ведет тебя через вот этот каждый этап твоего восстановления, не позволяя не отчаиваться, не торопить события. И, и знаешь, задача его главная — это вот помочь тебе перейти из состояния выживания в состояние жизни. У тебя бывает часто режим, знаешь какой? Лишь бы не было хуже. Так вот, он тебя из этого режима переносит, а вдруг получится хорошо. Но он это очень бережно делает, постепенно, что ты даже не замечаешь, как твое сердце, оно снова начинает, как говорится, биться не от страха, а от предвкушения завтрашнего дня. Какую защиту, поддержку он тебе несет? Ну, знаешь, тут все очень необычно, карты показывают. Он защищает тебя не от каких-то внешних угроз, нет, от твоей собственной вот этой поспешил, всех насмешил. Потому что ты всегда спешишь из-за отчаяния. В любом деле. И вот этот ангел, он понимает, самый опасный враг для человека в твоем состоянии — это желание быстро все исправить любой ценой. То есть любой ценой там вернуться, например, там, к нормальной жизни. Поэтому он нарочно замедляет твой ритм. Он, знаешь, он устраивает так, что вот те возможности, за которые ты хочешь схватиться из-за страха, ну, из-за страха вот там остаться ни с чем, например, он, как это сказать-то, или там, например, ты откладываешь много, или, как сказать, вот, он тебя защищает от неправильных решений, которые ты принимаешь на эмоциях. Вот, нашел слова, подобрал. Когда ты вот готова согласиться там на первую попавшуюся работу, на первый попавшийся заработок, только бы не сидеть без денег, да, он подкидывает тебе обстоятельства, которые заставляют тебя еще немного подождать. И когда ты броситься готова в объятии первого, да, кто к тебе интерес проявил, например, мужчина, только бы не чувствовать себя одинокой, он устраивает так, что вот этот человек или исчезает, или показывает свои хреновые стороны, извини меня за выражение. Но это не жестокость, нет. Это забота. Он знает, что ты как вот человек, который хочет кушать, которому нельзя давать тяжелую пищу, который голодный, но тяжелую пищу пока нельзя. Это вот, знаешь, сначала бульон, потом каша, потом уже нормальная еда полноценная. И он кормит твою душу вот по чайной ложечке. Подкидывает маленькую радость, там, например, неожиданный комплимент от какого-нибудь прохожего, закат красивый, который ты там случайно увидишь, или новости какие-то хорошие от старых друзей. Он не делает ничего грандиозного, но именно вот эти крошки позитива, они постепенно восстанавливают твою способность. Понимаешь? А твою способность в чем? Чувствовать не только боль, но и удовольствие. Вот, например, ты меня сейчас расклад слышишь, и тебе легче становится. Он подкинул тебе этот расклад. И знаешь, еще по картам он тебе передышку дает. Он создает в твоей жизни вот такой островок покоя, когда не нужно там бежать никуда, не надо выбирать ничего, бороться ни за что не нужно. Когда можно просто подышать, просто полежать, просто подумать не из лени, нет, а из необходимости. Он понимает, что твоя психика, она сейчас как поврежденная там мышца, например, после тренировки, которой нужен покой, чтобы восстановиться правильно. И он вот этот покой тебе дает, несмотря на то, что у тебя в душе там полный хаос, полное беспокойство и желание там хоть что-то делать. Его поддержка — это принудительный отдых для твоей души.
Потому что ты забыла уже, как отдыхать без чувства вины. И без вот этих мыслей «Ой, я лентяйка». Как услышать его голос и усилить эту связь? Ну, знаешь, чтобы услышать этого ангела, тебе нужно научиться ценить процесс, а не только результат. Его голос, он не в моменты твоих побед звучит, а в моменты кропотливой работы над собой. Вот, например, каждый раз, когда ты садишься честно разбирать свои завалы, да, там эмоциональные, денежные, бытовые, ты настраиваешься на его волну. Он говорит с тобой через твои руки. Когда ты что-то там делаешь, мастеришь, создаешь, ремонтируешь, через концентрацию на деталях. Например, там, когда учишься новым каким-то навыкам, да, или забытые навыки восстанавливаешь. Его голос, это, знаешь, это как тихое удовлетворение от вот хорошо сделанной работы. Даже если эта работа тебе кажется незначительной. Но темная сторона тоже есть тут. Иногда его голос, он звучит через твои самые мрачные мысли, через вот эти вот, как сказать, ночи, да, когда сон не идет, а в голове одни и те же вопросы. Со мной что-то не так, со мной всегда будет плохо, когда это все закончится. Вот не пугайся этих моментов. Не пытайся их подавить какими-то там позитивными аффирмациями или там отвлечься всякими развлечениями, потому что это тоже его голос. Он показывает тебе дно твоей боли. Причем не для того, чтобы ты там утонула, да, а чтобы ты его рассмотрела, приняла и одна оттолкнулась наверх, понимаешь? И вот это, вот эти вот темные ночи души — это вот необходимая часть процесса исцеления. Ты не можешь обойти боль стороной. Ты можешь только пройти через нее. И он вот берет тебя за ручку и ведет через вот этот темный лес. Чтобы с ним связь усилить, создай вот, как сказать, ночной разговор с собой. Не медитация, не молитва, а вот именно разговор. Честный, без прикрас. Расскажи о своих страхах, о том, что болит, о том, в чем ты не уверена, и слушай ответы. Они приходят не словами, они приходят ощущениями, образами, снами, инсайтами, да, ну, то есть внезапными пониманиями. Иногда ответ вот приходит к тебе через сон, иногда через какую-то там услышанную фразу там от мимо проходящего человека, даже через собственную интуицию. Не жди громких откровений. Его язык — это язык намеков. Язык там символов, каких-то тонких подсказок. Он работает через подсознание, а не через разум. Поэтому чем больше ты доверяешь своим вот этим нелогичным импульсам, да, и там странным совпадениям, тем яснее становится его голос. И запомни навсегда, он не торопится. Его время, оно измеряется не днями и неделями, да, а циклами исцеления. Поэтому просто доверься этому ритму. Мне тут тебе больше сказать нечего. Подписывайся на канал, обязательно оставляй обратную связь. И давайте перейдем к третьему варианту.
троечки, троечки, затейницы. Но какой ангел сейчас у твоего плеча? Ну, знаешь, это ангел исполнения желаний. Но это не вот этот добрый волшебник на голубом вертолете, да, который волшебной палочкой машет и тебе на твой список желаний все выдает. Нет. Он работает по принципу вот накопительного счета. Он смотрит, чего ты реально хочешь, и начинает создавать условия, чтобы ты это получил. То есть вот голодному, как говорится, голодному что дают? Не еду, а удочку, чтобы он поймал себе еду. Вот примерно вот так. И это работает не через магию, а через вот жесткую перестройку всей твоей жизни. Он видит, что ты годами мечтала о чем-то важном, да, но все время ты откладывала. Находила отговорки, первое число ждала, идеальных моментов, или просто там не знала, с чего начать, да. И вот он взял и решил, хватит ждать. Сейчас он запускает большие перемены, которые будут накатывать к тебе волнами. Не плавно и мягко, а резко и быстро. Судьба быстрее крутиться начинает. Все меняется стремительно, и ты чувствуешь, что ты попала в центр урагана вот этих событий. И вот этот ангел, он не терпит вот этого, как сказать, этого промедления. Если ты хотела переехать, он устроит так, что жить на старом месте станет просто невозможно. Если о новой работе мечтала, он создаст ситуацию, где тебе придется уволиться и искать что-то другое. И если отношения тебе там изменить нужно, да, он тебе подкинет такие обстоятельства, которые заставят все пересмотреть. И он не спрашивает разрешения, нет. Он просто действует. При этом он очень требовательный. Он, знаешь, он от тебя не ждет мечтаний, планов, а ждет конкретных шагов, причем каждый день. Он дает тебе энергию, дает возможности, но взамен требует полной отдачи. Просто вот нельзя сидеть и ждать, когда все само по себе случится. Нужно вкладывать силы, время, деньги, энергию на то, чтобы ты хочешь получить. И вот этот ангел, он работает только с теми, вот, кто готов пахать ради своей мечты, а не просто там красиво о ней рассказывать и ничего не делать. Извиняюсь. Он не выносит вот этих вот лентяев, нытиков, я в жертве, меня весь мир ненавидит. Он их не выносит. Если начинаешь жаловаться на трудности или искать оправдание, он тут же отключает свою поддержку, и ты чувствовать начинаешь, летишь вниз. А если вот видит, что ты реально стараешься, выкладываешься на полностью, то он подкидывает тебе все новые и новые шансы, новые и новые возможности. И что вот самое интересное, этот ангел умеет читать твои настоящие желания. Не те, которые ты озвучиваешь «хочу $1 000 000», нет. Потому что, бывает, ты говоришь одно, а втайне хочешь совсем другого. Так вот, он работает с тем, что у тебя в душе, а не с тем, что у тебя на языке, понимаешь? И так иногда получается, что жизнь начинает меняться совсем не в ту сторону, куда ты вот планировала, но зато именно в ту, которая тебе нужна. Понимаешь? Какую защиту или поддержку он тебе несет? Ну, его поддержка – это поддержка воина. Он не будет тебя на ручках нести и оберегать там от всех проблем. Нет, наоборот. Он сделает из тебя бойца, который сам может за себя постоять. Этот ангел, он, знаешь, вот работает через твой характер. Он тебя закаляет, подкидывает испытания, которые заставляют тебя проявлять свою силу внутреннюю. И каждый раз, когда вот кажется, что все безнадежно, мы все умрем, он тебе дает второе дыхание и вперед толкает. Но делает он это жестко, без вот этой сентиментальности. Его девиз — это вот, знаешь, вот
Как говорится, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Вот это про него. И он этот принцип прям на практике, на твоей жизни применяет. И если ты привыкла просить помощи у других, он условия создает, где помочь некому. И приходится рассчитывать только на себя. Если ты там боялась принимать решения, он тебе ситуацию подбрасывает, где выбирать нужно быстро и под свою ответственность. И если ты там сомневаешься там в своих силах, в своих способностях, он ставит задачи, где нужно проявить именно вот эти способности. То есть как назло. Понимаешь? И при этом он никогда не дает тебе испытания, которые ты не сможешь пройти. Ни в коем случае. Он точно знает твои границы. И всегда оставляет, вот как сказать, небольшой запас прочности. Но этот запас, он реально небольшой. Ты будешь выкладываться на все 150 тысяч процентов. Иногда даже больше, на миллиард процентов. Чем ты думала на то, что ты способна. И знаешь, тут еще один важный момент. Он тебя от самообмана защищает и от влияния хреновых людей, как сказать по-русски-то. От чужого плохого влияния. Если тебя пытаются обмануть кто-то, да, или там свою волю навязать, он твою интуицию прям обостряет и помогает видеть правду. Но при этом он не подсказывает готовых ответов. Нет, ты сама должна сделать выводы и решения принять. Он тебе инструменты дает для анализа, да, хороший ум, там, чуткость к фальши, способность видеть вот эти скрытые мотивы. Иногда у тебя даже вот в голове человек вроде добрый, хороший, хорошо к тебе относится, а вот чувствуешь, что что-то не то. И вот, это его инструменты. Понимаешь? Но что делать с этими инструментами, это твое дело. Он за тебя решений не принимает. И самая сильная его поддержка, она появляется вот в критический момент. Когда все рушится, кажется, что там выхода нет, он включает в тебе режим выживания. У тебя вот из ниоткуда не возьмись появился дядя Вася, извините меня за выражение, чуть не договорил эту поговорку до конца. То есть у тебя внезапно силы появляются, о которых ты даже не подозревала. Мозг начинает работать яснее, быстрее ручки твои перестают дрожать. В голосе появляется, как говорится, сталь. И ты становишься способным на поступки, на такие, которые в обычной ситуации показались бы тебе невозможными. Это его подарок. То есть в самый трудный момент ты в себе находишь настоящего бойца, настоящего воина, я бы сказал. Как усилить эту связь и услышать его голос? Ну, знаешь, ты голос его услышишь тогда только, когда перестанешь искать быстрых решений и путей легких. Потому что что? Потому что тебе хочется все легко, по-быстрому и все прямо сейчас. Этот ангел, он разговаривает с теми, кто готов строить фундамент, а не воздушные замки без фундамента. Хочешь с ним связаться, начни с наведения порядка в своей реальной жизни. Не в мыслях, не в планах, а вот в конкретных делах. Собиралась в проживание, идешь. Вот просто вот так вот. Собиралась, идешь. Разберись с долгами, если они есть. Порядок в доме наведи, там в документах, в отношениях с близкими. Не нужно тянуть резину. Создай себе прочную базу, на которую можно опереться. И вот только когда у тебя под ногами твердая почва будет, он начнет с тобой серьезный разговор. И его голос, он, знаешь, он звучит через результаты твоего труда. То есть ничего не делаешь, ничего не получаешь. А вот каждый раз, когда ты доводишь дело до конца, ты получаешь то, что ты и планировала, и видишь плоды своих усилий. Это он с тобой говорит. Он подтверждает, что ты на правильном пути, давая тебе вот это
ощущение, знаешь, вот полноты, завершенности. А вот если ты бросаешь дела на полпути, все время переключаешься с одного на другое, пошла в проживание, ну, это пример, пошла в проживание арканов, прочитала про шута, посмотрела видео и ушла через месяц. То есть, когда ничего не заканчиваешь, то его голос, он становится все тише, пока не исчезает совсем. А еще он через интуицию с тобой говорит. Но знаешь, но только когда ты вот в спокойном, уравновешенном состоянии, я бы сказал, в дзене. Если ты нервничаешь, переживаешь, вот в этом эмоциональном хаосе находишься, его не слышно. Поэтому, чтобы усилить связь, нужно научиться успокаиваться и находить вот это внутреннее равновесие, а не в панике бежать и неизвестно, что делать. Ни через медитации, ни через духовные практики, нет, через обычные земные дела. Готовка, уборка, рукоделие, работа там в огороде, картошку копание, в любом вот в этом. Все, что требует сосредоточенности и дает осязаемый результат. И знаешь, он очень чутко реагирует на твое отношение к другим людям. Чем больше ты готова отдавать, поддерживать, о близких заботиться, тем сильнее связь с ним. Но не из чувства долга или вины, да, а из настоящей любви, из настоящего понимания. И он видит разницу между вот этой жертвенностью, да, и щедростью. Жертвенность его раздражает, а щедрость вдохновляет. И когда ты помогаешь другим от полноты сердца, не ожидая в ответ ничего там благодарности, твой канал связи с ним становится прям кристально чист. Тогда его голос звучит не только в важные моменты, но и в повседневной жизни, подсказывая там решения правильные и поддерживая в трудную минуту. Обязательно приходи в проживание арканов и помни, что дед всегда рядом.